Куфа – мастер-убийца, живущий в мире, который так же мрачен и безлюден, как и моя личная жизнь. Большая часть Земли погружена во тьму и населена монстрами, называемыми ланкантропами, а последнее человеческое поселение – это гигантский лагерь, состоящий из множества городских кварталов, окруженных суперпрочным стеклом. В этом мире некоторые люди обладают сверхъестественной способностью под названием мана, которая позволяет им сражаться с ликантропами, объединяясь в гильдии. Наш герой – вампир Куфа, убийца из гильдии Белый рыцарь, который не боится самых грязных дел. Во время одной из миссий на него нападает другая гильдия, и его окружают враги-убийцы. Они стреляют в него, но Куфа быстрее молнии и отбивает все пули, а затем и всех врагов. Из-за его невероятной скорости и мастерства у врагов нет шансов дать отпор, но их лидер выживает. Их лидер, назовем его Мумия, вступает в бой с Куфой, но тут появляется старший товарищ нашего героя и прерывает их схватку. Мумия бросает в Куфу диван и убегает, а старший говорит Куфе, что не стоит его преследовать. Они узнают, что их цель уже мертва. Это была девушка-подросток по имени Мелита Ангел, которая принадлежит к семье ангелов, одной из 3 самых влиятельных семей в этом мире. Ее дедушка нанял Куфу, чтобы выяснить, действительно ли Мелита его биологическая внучка или ее мать встречалась с другим мужчиной. Поскольку в этом мире нет тестов на ДНК, Куфа должен был допросить подозреваемого, но теперь его начальник говорит, что он должен сам внедриться в жизнь девушки и выяснить, кто она. Он садится на поезд, который идет из Нижнего города в Верхний. Он выходит из поезда одновременно с веселой женщиной и, как джентльмен, помогает ей донести вещи до дома. Он добирается до места назначения элитной школы для благородных девушек и встречает там свою цель Мелиту Энджел. Она была слишком взволнована встречей с Куфой, который должен был стать ее личным учителем, но увидев его, споткнулась, и он поймал ее, заработав очки. Он помог ей подняться и поздоровался, сказав, что будет ее личным учителем в течение следующих 3 лет. В этот момент прозвенел звонок, и Мелита пошла на урок, но ей не понравилось, что Куфа будет ее сопровождать. В школе, где учатся девочки с низким индексом массы тела и без маны, Мелита тренируется с хулиганкой по имени Нерва. Нерва насмехается над Мелитой, говоря, что она бесполезная девчонка без маны, которой нужен не учитель, а новое рождение. Мелита вздрагивает, услышав это, и Нерва предлагает ей потренироваться вместе. Пока девочки дерутся, Куфа обращается к зрителям и объясняет, что мана – это способность, которая наделяет необычными талантами и сверхъестественными силами некоторых редких людей, которых называют дворянами. Обычно эти способности проявляются в возрасте 7 лет, но у Мелиты они появились в 13, но без маны, несмотря на то, что она была из одного из 3 самых знатных родов. Куфа впечатлен тем, как Мелита сражается с Нервой и владеет мечом. Но у нее нет маны, и поэтому Нерва избивает ее. После победы над ней Нерва насмехается над Мелитой и сравнивает ее с ее двоюродной сестрой Элизой Ангел, которая была из побочной ветви семьи, но пробудила в себе класс паладина, который очень ценится, и у нее был наставник из самой известной гильдии Крест Легион. Мелита обижается на это и убегает, а ее двоюродный брат Эли бежит за ней. Ночью Куфа пишет отчет, в котором говорится, что Мелита не является биологическим ребенком семьи ангелов, и с этого момента начинается его тайная миссия. Теперь он должен убить девушку по приказу ее дедушки. Хотя это было неразумно делать так скоро, Куфа не может позволить девочке страдать от унижений, потому что он был тронут ее упорством и хочет проявить к ней милосердие. Однако, когда он приходит в ее комнату, чтобы сделать это, ее там нет. Куфа ищет ее по всему городу и находит в парке, где она сражается с 3 монстрами в костюмах клоунов. Куфа понимает, что монстров привел дедушка Мелиты, который часто пытался пробудить ее ману с помощью реальной опасности. Но это явно не работает. Мелита сражается с клоунами изо всех сил, но ее меч ломается, и монстры унижают ее, побеждая ее. Куфа удивляется, почему она не зовет на помощь, а Мелита заговаривает только тогда, когда монстры пытаются отрезать ее светлые волосы, которые напоминают ей о ее матери, с которой плохо обращались в ее семье, поэтому она ушла на за молоком. Мелита хочет, чтобы ее признали как ребенка из семьи ангелов, и если она обратится к Соне за помощью, никто ее не признает. Хфа считает, что это жестокая шутка судьбы и больше не может этого терпеть. Он внезапно разрезает и сжигает одного из монстров, просто взглянув на него. Затем он нападает на другого монстра-клоуна и заканчивает тем же самым, в то время как другой убегает. А Куфей использует свой особый прием призрачный клинок, чтобы уничтожить его. Он протягивает руку Мелите, но она все еще слишком горда для того, кто просто унижен кучкой людей. Поясничает и встает сама по себе. Куфе вдруг становится жаль девочку, которая всегда была одинока, и он хочет, чтобы она победила весь мир. Когда девочка плачет, он рассказывает ей о рискованном способе, который может пробудить ее ману. Но если это не удастся, она умрет. Мелита принимает этот шанс без колебаний. Куфа выпивает зелье и дает его ей рот в рот, что также является сигналом для вызова ФБР.
Мелита ошеломлена этим ощущением и чувствует, что тонет, в то время как ее тело разрывают на части, но затем она видит свет на поверхности и тянется к нему. Таким образом, она успешно восстановила свою ману. И позже демонстрирует свою суперсаянскую форму своим служанкам, в то время как Хуфа наблюдает за ними из угла, как Эма-мальчик. Потому что то, что он сделал, противоречило кодексу его гильдии. Теперь ему нужно скрыть от девушки правду о том, что он убийца, а от своего клиента и начальства тайну, связанную с ее силой. Потому что если кто-нибудь узнает правду, это будет означать конец для них обоих. Позже той же ночью Куфа проверяет тело Мелиты на наличие физических отклонений, вызванных зельем, которым он ее напоил, чтобы пробудить ее ману. Она хочет позвонить в ФБР, но он говорит, что это очень важно, чтобы убедиться, что он не причинил вреда своей клиентке даже непреднамеренно. Его улучшенная версия Риза творит чудеса, и Мелита позволяет ему осмотреть ее тело. Куфа объясняет ей, что она получила не класс паладина, а класс самурая, как и он, потому что он поделился с ней своей маной. Затем он говорит ей, что даже с таким классом она все равно может доказать, что достойна имени семьи ангелов, если будет хорошо учиться. С ее телом все в порядке, и Мелита рада, что теперь она может быть такой же, как все. Однако Куфа запрещает ей использовать ману, кроме тренировок, в течение недели, и она разочарована в нем так же, как мои родители во мне. Через неделю в академии состоится рейтинговый турнир, и все с нетерпением его ждут. Приспешники Нервы называют ее фавориткой из их класса, и она пользуется этим шансом, чтобы подразнить Мелиту. Она называет себя подругой и крадет ее книгу, а бедная Мелита даже не может ничего ей сказать. Куфа стоит снаружи и слышит, как все девушки издеваются над его девушкой, и ему становится ее жаль. Позже Мелита жалуется, что над ней все еще издеваются, даже после того, как она пробудила свою силу, а Куфа отвечает, что ее сила все еще несовершенна. И ей нужно продолжать тренироваться, чтобы достойно выступить на турнире. Внезапно он замечает, что за ними кто-то следит, и окликает их, но это оказываются кузина Мелиты Элла и розоволосая девушка, которую Куфа встретил в поезде. Девушка представляется как Рассетти Прикет, личный репетитор Эллы. Мелита удивляется, услышав это имя, потому что Рассетти была известной знаменитостью, но она присоединилась к гильдии Крест-Легион и получила дворянский титул. Услышав все эти похвалы, она смущается и просит Куфу называть ее Роуз, говоря, что им стоит как-нибудь сходить выпить. Но Куфа не из тех, кто легко сдается, и отталкивает ее руку, говоря, что у него нет времени на такую мерзкую женщину, которая плохо повлияет на его леди. Роуз злится и дразнит Куфу, говоря, что ее ученица победит его ученицу на турнире. Проходит неделя, наступает день турнира, Мелита нервничает и хочет сбежать, а Куфа пытается ее подбодрить. Внезапно мимо них проезжает карета, и Мелита замечает в ней своего отца, но не решается подойти к нему. С каждой минутой ей становится все хуже. И тут появляются Нерва и остальные члены ее банды, чтобы подразнить Мелиту, говоря, что команде, которая ее выбрала, не повезло, как и ее семье. Видя, что Мелита совсем расклеилась, Куфа вмешивается и вежливо говорит Нерве, что у него кровь из ушей пойдет, если она еще хоть слово скажет, и просит ее заткнуться. Она заводится и начинает оскорблять его, называя никчемным учителем, который не может научить свою ученицу. Это злит Мелиту, она отталкивает ее руку и говорит, чтобы она не смела так отзываться о ее учителе, и обещает победить ее на турнире. Вскоре начинается турнир, и два главных мужчины в семье ангелов, отец Мелиты Фелгус и дедушка Мордру, занимают свои места. Мордру смотрит на Куфу, который знает, что сейчас его будут оценивать как учителя. Тем временем на арене товарищи по команде Мелиты говорят ей, чтобы она не вмешивалась, но она просит их позволить ей тоже сражаться. Через несколько мгновений директор школы объявляет начало боя, и девушки из обеих команд используют ману и бросаются друг на друга. Мелита делает глубокий вдох и бросается на Нерву, не активируя ману. Нерва тоже бросается на нее, надеясь победить и унизить ее на глазах у всех. Она активирует ману, когда прыгает в атаку, но Мелита активирует ману в последний момент, нанося контрудар и отталкивая ее. Нерва в шоке, как и все остальные, потому что они не думали, что Мелита может использовать ману. Нерва в ярости и заявляет, что ничего не изменится, даже если Мелита теперь может использовать ману. Она атакует ее, и Мелита блокирует удар мечом, но бьет ее ногой. Нерва становится еще более агрессивной, и Мелита пользуется этим, ослепив ее песком, а затем отбросив к стене. Нерва снимает ограничитель, чтобы использовать всю свою силу, и прыгает, чтобы нанести завершающий удар по Мелите. Она падает как метеорит и мощной атакой разрушает арену. Когда пыль от столкновения оседает, Мелита молча сидит на месте, и Нерва думает, что победила. Она подходит к ней и говорит, что пощадит ее, если та сдастся, потому что они подруги. Мелита не отвечает, и Нерва готовится нанести последний удар. В этот момент Мелита направляет меч ей в шею и говорит, что атаки Куфы страшнее. Когда обе девушки выпускают свою ману, начинается буря, и несмотря на ранение, Мелита отталкивает Нерву к стене. Но как только она собирается нанести последний удар, у нее заканчивается мана, и она роняет меч. Мелита и Куфа в панике, и она убегает. Нерва пользуется моментом и наносит Мелите несколько ударов в спину, пока та убегает и оскорбляет ее.
Мелита падает на землю, и Нерва просит ее сдаться, но та отказывается, и Нерва злится. Она немного не в себе и думает, что издеваться над Мелитой то же самое, что дружить с ней, и не может смириться с тем, что та становится сильнее. Нерва обещает приковать ее к инвалидному креслу до конца жизни, но у Мелиты тоже было секретное оружие. Она снова использует ману и технику призрачного клинка, чтобы вырубить Нерву. Куфа в шоке и понимает, что Мелита научилась этому приему, копируя его и тайно тренируясь после их обычных занятий. Затем Мелита берет оружие Нервы и бежит вперед, чтобы уничтожить их контрольную точку. Товарищи Нервы нападают на Мелита, но ее команда поддерживает ее, и она уничтожает их контрольную точку, чтобы выиграть бой. Позже она бежит в Куфу, надеясь получить награду за свое великолепное выступление, но он поднимает ее на руки и говорит, что она выступила даже лучше, чем он ожидал. В этот момент мимо проходит ее отец, даже не взглянув в ее сторону. Мелита окликает его и говорит, что выиграла бой, но он отвечает, что это всего лишь школьный матч и что ей нужно доказать свою силу на межшкольном турнире. Мелита начинает плакать, услышав его ответ, но Куфа говорит ей, что не стоит расстраиваться, ведь это всего лишь школьный матч. Она набралась смелости поговорить с отцом, и хотя он ответил не так, как ей хотелось, это уже был большой шаг вперед. Куфа говорит, что это большой шаг вперед, и Мелита ему верит. В этот момент к ним подбегает Нерва, и хотя Мелита напугана, хулиганка пришла только для того, чтобы вернуть ей книгу. Видимо, Нерва изменилась быстрее, чем я переключаю вкладки, когда родители заходят в мою комнату, и она робко извиняется перед Мелитой, прежде чем убежать. Вскоре у Мелиты и ее команды второй матч, и на этот раз их соперницей становится Элли, которая в одиночку выигрывает игру своим классом паладина, поражая всех. Через несколько дней Мелита хвастается своим платьем для карнавала перед Куфой, но он реагирует довольно сдержанно, говоря, что не любит праздники, потому что вырос в стране вечной тьмы, где нет праздников. Мелите становится его жалко, и она просит его потанцевать с ней у костра в первый день фестиваля. Куфа отвечает, что у него в этот день другая миссия, но обещает вернуться к последнему дню, чтобы не огорчать ее. Скоро начнется фестиваль, и все девочки надели школьную форму, но Элис привлекает всеобщее внимание, потому что ее служанка заказала для нее специальную форму, чтобы подчеркнуть ее статус. Пока одни восхищаются ее красотой, другие говорят, что она слишком зазнается и даже не может носить школьную форму, как все остальные. Элли чувствует себя неловко и убегает, а Малика догоняет ее и видит, что она плачет у фонтана, потому что тоже хотела надеть такое же платье, как у ее подруг. Но служанка ей не разрешила. Мелита пытается ее успокоить, но тут гаснет свет, и какие-то люди в капюшонах окружают их, а впереди стоит мумия. Мумия похищает их, и Мелита просыпается в странном месте. Она пытается активировать свою ману, но обнаруживает, что странные бинты на ее запястьях блокируют ее силу. Затем она поворачивается к мумии, чувствуя, что это ланкантроп, и спрашивает, что он делает в человеческой зоне. Мумия начинает рассказывать о себе, например, что ему 2 часа ночи. Он говорит, что он искусственный ланкантроп, созданный с помощью генной инженерии и работающий на организацию под названием Гримфы урожая и еще много чего. Мелита спрашивает, зачем он похитил ее, и он приказывает своим солдатам-страшилкам в костюмах Хэллоуина привести Элли. Мумия объясняет, что он хочет насильно пересадить класс паладина Элли в тело Мелиты. Вероятность успеха этой процедуры невелика, и даже если она пройдет успешно, девочки могут погибнуть. Мелита в ужасе отступает, но оказывается, что они в заброшенном музее, окруженном гильдией мумий, и никто не сможет им помочь. В этот момент Элли просыпается и начинает кричать, увидев монстров, потому что с детства боится клоунов и чучел. Мелита всегда успокаивала ее, когда она пугалась, и теперь понимает, что снова должна защищать свою младшую сестру. Она разбивает ногу динозавра молотком, чтобы тот упал на монстров, и дает ей возможность убежать вместе с Элли. Они находят план здания, и Мелита решает воспользоваться запасным выходом, чтобы подбодрить Элли. Поскольку они не могут использовать свою ману, и у них нет божественного оружия, чтобы сразиться с монстрами, Мелита должна придумать что-то еще. Она вспоминает, что платье Илы было шито из божественного материала, и срывает его, чтобы сделать факел, который она собирается зажечь с помощью кремня на своей тире. Но прежде чем она успевает что-то сделать, монстры хватают их и бьют Мелиту. Элли тоже хватают, и чтобы спасти сестру, Мелита разбивает тиру об пол, и из камня вырывается пламя, поджигая факел. С помощью самодельного божественного оружия она пугает ликантропов и сжигает одного из них, сунув факел ему в глотку, а другому протыкает глаз. Освободив Илу, она бежит к запасному выходу, но там уже стоит мумия. Мелита нападает на него, но мумия превосходит ее и хватает факел голыми руками, гася его. Затем он отталкивает Мелиту и бьет Элли, когда та пытается помочь. Мелита все еще пытается разжечь огонь, когда мумия подходит к ней. Он собирается ударить ее, но Мелита и Элли смотрят на него, и их объединенная сила заставляет его содрогнуться. Он считает их серьезной угрозой и решает избавиться от них прямо сейчас. Он уже собирается убить Мелиту, но тут дверь распахивается, и Куфа с Роуз приходят им на помощь. Они прикрывают девушек, а затем бросаются вперед, уничтожая врагов. Куфа рубит их мечом,
а Роуз делает акробатические трюки, как в шоу «Америка ищет таланты», прежде чем отрастить крылья из маны и победить всех врагов. К этому времени Куфа расправился с остальными врагами и просит Роуз присмотреть за девушками, пока он гонится за главным злодеем. Он находит мумию, которая утверждает, что поскольку Куфа не смог убить Мелиту, это задание поручили его гильдии. Куфа понимает, что за этим стоит дедушка Мелиты. Затем мумия достает что-то вроде сердца Дэви Джонса из контейнера и вводит в него концентрированное зелье маны. Маленькая сфера превращается в гигантского динозавра с фиолетовым пламенем, окружающим его тело и ужасным дыханием. Куфа ошеломлен, а мумия заявляет, что это искусственный ланкантроп с максимальными характеристиками. Монстр нападает на Куфу, но тот уворачивается, а мумия атакует его бинтами. Куфа отбивается, а затем побеждает врага своей скоростью. Он пинает мумию, а затем использует свой ультимативный прием, чтобы серьезно ранить ее и повалить на пол. У мумии появляется шанс контратаковать, когда Куфа отвлекается на монстра. Он хватает Куфу за руку бинтами и запечатывает его ману, поэтому Куфе ничего не остается, кроме как отрубить себе руку, чтобы продолжать сражаться. Мумия удивлена, но затем спрашивает Куфу, стоит ли эта девушка того, чтобы пожертвовать ради нее рукой. Куфа отвечает, что через несколько лет она превратится в прекрасную взрослую женщину, которая превзойдет его и станет самым сильным воином в этих землях. А до тех пор он будет защищать ее любой ценой. Мумия приказывает чудовищу прикончить Куфу, и оно проглатывает его. Но как только мумия отворачивается, он чувствует мощную ударную волну и оборачивается, чтобы увидеть, как Куфа расправляется с монстром. Он высвобождает свою истинную силу и использует ману, чтобы сокрушить и раздавить монстра, пока тот не взорвется. Мумия в ужасе от его мощи, а затем Куфа показывает, что еще он скрывает. Его волосы становятся белыми, а вокруг него появляется голубая огненная аура, и он демонстрирует свою полную силу. Куфа берет свою оторванную руку и пришивает ее обратно. Мумия в ужасе и по одной только ауре понимает, что Куфа вампир, сильнейший из ланкантропов. Он отступает и спрашивает, что Куфа здесь делает, а тот прижимает его к стене и говорит, что он такой же полуланкантроп, как и он. Мумия в ужасе, но Куфа говорит, что сегодня он не умрет. Он заявляет, что сила, которую Мелита использовала раньше, чтобы напугать его, похожа на способности паладина, а значит, она законная дочь семьи ангелов. Куфа просит мумию передать его слова клиенту и сказать, чтобы тот даже не думал причинять вред Мелите. С этими словами он оставляет мумию лежать на земле и возвращается к Мелите. Он утверждает, что это ее отец сообщил о похищении, чтобы успеть спасти ее. Мелита очень обрадовалась, услышав это, и Куфа воспользовался моментом, чтобы пригласить ее на танец, как и обещал. Мелита с радостью соглашается и спрашивает, сколько еще он будет ее учителем, потому что она хочет, чтобы он был рядом с ней до ее 18-летия. Куфа опускается перед ней на колени и обещает, что будет рядом столько, сколько ей нужно. Затем они начинают танцевать. Вскоре занятия возобновляются, и Ила снова подходит к Мелите. Их учителя стоят позади, а Роуз тоже подходит к Куфе, который не обращает на нее внимания. Он говорит ей, что они соперники и их клиенты не будут рады видеть их вместе, особенно старшая горничная Элли, которая следит за ними как проклятая. Они все идут в стеклянный замок, где пройдет межшкольный турнир. Когда все собираются в актовом зале, Мелита просит Илу принять ее в свою команду, но та колеблется, и к тому времени, как она дает ответ, начинается собрание. Директор объявляет о начале отборочного турнира, в котором два лучших ученика из двух школ будут соревноваться за звание Луны, Лунной Девы. Остальные ученики пока будут заниматься по расписанию, а 4 кандидата получат возможность тренироваться до начала настоящих испытаний в последний день недели. Скоро придут девочки из школы, и после того, как они представят своих кандидатов, директор снимет ткань со стеклянного памятника, чтобы показать имена кандидатов. Все будут в шоке, когда увидят, что Мелита и Элли два кандидата, но директор все равно назовет их имена. Девочки приходят в себя и встают перед всеми, а директор просит их выбрать команды для турнира. Мелита смотрит на враждебные лица перед собой и теряет надежду. Но Нерва вызывается присоединиться к ее команде вместе с Кристой, ученицей 3-го курса, которая должна была стать настоящим кандидатом. Когда все выбрали свои команды, директор объявляет начало турнира и изолирует кампус от внешнего мира с помощью барьера. Позже все начинают шептаться, что Мелита должно быть использовала какой-то трюк, чтобы попасть в список кандидатов, и она плачет, объясняя Куфе, что она невиновна. Он обнимает и утешает ее, обещая, что даже если весь мир будет против нее, он поверит ей. Вскоре Мелита и ее команда начинают тренироваться под руководством Куфы, и когда она делает перерыв, она думает о том, что Элли гораздо сильнее ее. В этот момент одна девочка из школы подходит к ней и говорит, что слышала много хорошего о двух сестрах-ангелах. Она подбадривает Мелиту, чтобы та победила Элли и доказала, что достойна быть главой семьи ангелов. После этого она исчезает, а Куфа появляется сразу после этого. Он подозревает заговор и видит, как служанка Элли крадется по кампусу ночью. Она нервничает, когда Куфа находит ее, и ведет себя так, будто
будто вытаскивает осколок цветного стекла из ее платья. Горничная паникует и говорит, что она была очень осторожна и не оставила никаких следов. Куфа говорит, что ее поймали, и зовет Мелиту и остальных, чтобы сообщить им, что горничная записала их имена в кубок огня, то есть в стеклянный памятник. Горничная в шоке и заявляет, что она не просто натравила девушек-ангелов друг на друга, чтобы Элли унизил Мелиту и доказал, что она намного лучше. Мелита заступается за себя и говорит ту же старую чушь о связях и чувствах, прежде чем пообещать горничной, что докажет, что она не хуже Элли на турнире. Позже, когда Куфа выходит из комнаты Мелиты, он замечает, что что-то упало позади него, оборачивается и видит черное письмо оригами, которое означает, что это письмо от его гильдии Белого рыцаря. Куфа идет в лес и встречает еще одну сильную представительницу гильдии, Черную Меди, которая говорит только с помощью писем-зажигалок. Она говорит Куфе, что босс считает, что его отчет был неполным и хочет знать, что он скрывает о Мелите. Меди угрожает убить Мелиту, если она что-нибудь найдет, и Куфа нападает на нее, говоря, что он не допустит, чтобы с его ученицей что-то случилось. Он продолжает нападать на Меди, которая легко уклоняется от его атак, а затем достает свой меч и говорит, что это предательство, и она прикончит его первой. Куфа отвечает, что сейчас он служит Мелите и защитит ее от всех. Они оба высвобождают свою ману и нападают друг на друга, а Меди использует оскорбление в стиле Call of Duty, чтобы отвлечь Куфу. Но Роза была удивлена, когда увидела, что Куфа сражается с каким-то подозрительным незнакомцем. Она пришла сюда на шум битвы, увидела, что Куфа сражается с незнакомцем и решила помочь ему. Она бросает свои диски в Медиу, но та блокирует их, а затем стреляет в Розу из Глока. У Розы прицел хуже, чем у штурмовика, и она промахивается, но затем достает третье оружие. Роза была шокирована тем, сколько всего она может достать из своей задницы, но тут Медиу заявляет, что сейчас она их прикончит. В этот момент появляется толпа, привлеченная шумом, и поскольку Медиу настоящая интровертка, она исчезает, предупредив Куфу, что всегда будет рядом с ним как тень. Роза спрашивает, кто эта девушка, и он отвечает, что она самый сильный клоун, который может имитировать способности всех 7 базовых классов магии. С другой стороны, Элли приходит к Мелите и говорит, что хочет проиграть ей специально, чтобы все признали ее талант. Ей все равно, как это произойдет, но она хочет остаться со своей сестрой, которая ей не равня, и это ранит Мелиту. Тем временем Куфа и Роза сообщают директору о Черной Медиу и просят ее приостановить турнир. Она отвечает, что Дамблдор не приостановил настоящий турнир волшебников, хотя Волан-де-Морт был рядом, поэтому она тоже ничего не сделает. На следующий день Роза видит, что Элли завтракает одна, и спрашивает, что между ними произошло. Элли ничего не говорит, но горничная жалуется, что Мелита хуже Элли. Но у Мелиты есть и другие друзья, например, Нерва, солнечный олень, который сидит рядом с ней и утверждает, что это место было свободно. Криста тоже присоединяется к ним, дразнит девушек и поднимает им настроение. Дни проходят в учебе, тренировках и общении друг с другом. Вечером накануне испытания Куфа заходит в комнату Мелиты с молоком, чтобы придать ей сил, и говорит, что молоко учительницы очень вкусное. Затем Куфа спрашивает, что произошло между Элли и Мелитой, и она рассказывает ему правду о том, что ее сестра специально хочет проиграть. Она объясняет, что Элли всегда восхищался ею еще с детства. Но теперь Мелита боится, что она не была для него хорошим примером. Куфа советует ей перестать об этом думать и поговорить с Элли, когда они встретятся в следующий раз. На следующий день начинается испытание, и директор объясняет, что это будет битва между 4 командами, и чтобы победить, нужно украсть значки соперников. Карта для битвы — весь кампус, а зрителям выдали волшебные бинокли, чтобы они могли наблюдать за матчем из любой точки. Все 4 команды занимают позиции, но Куфа уходит, пожелав своему ученику удачи в люкс, так как он планирует использовать этот шанс, чтобы разобраться с черными СМИ. Мелита и ее команда идут вперед и сталкиваются со стеклянными стражами, которые пропускают их в стеклянный замок только после того, как они продемонстрируют свою ману. Они входят в актовый зал, где снайпер из команды Элли делает предупредительный выстрел в их сторону. Еще одна из подруг Элли нападает на них сзади, и Нерва блокирует ее удар. Элла тоже бросается в бой, а Криста и Мирва говорят Мелите, чтобы она сражалась с подругой Элли, пока они разберутся с остальными. Мелита догоняет Элли, и они оказываются в центральном коридоре, где активируют свои золотые и серебряные маны, прежде чем вступить в бой друг с другом. Мелита спрашивает Элли, что та на самом деле чувствует к ней, и Элли отталкивает ее, заявляя, что Мелита слабее. Элли говорит, что всегда избегала сражений с ней, потому что не хотела знать, насколько Мелита слаба. Она нападает на Мелиту, но та уворачивается, и Элли заявляет, что ей нравится быть на вторых ролях, потому что она всегда хочет оставаться позади сестры. Мелита с облегчением слышит это, и когда Элли собирается закончить бой, блокирует ее атаку и обещает полностью одолеть ее на поле боя. Обе девушки готовятся к решающей атаке, и Элла говорит, что Мелита никогда не победит ее. Но вдруг Мелита пронзает ее мечом и просит повторить то, что она только что сказала. Элла дрожит, а Мелита превращает ее в боксерскую грушу и прижимает к земле, говоря, что она будет старшей сестрой, которая сильнее, несмотря ни на что. Элла плачет и просит Элли довериться
довериться ей, и девушки мирятся. В этот момент появляется Нерва и говорит, что будет жаль, если кто-то испортит такой момент. С другой стороны, Куэн нашел девушку, которая приходила к Мелите раньше, и подозревает, что она из СМИ под прикрытием. Он просит ее отдать ему собранные доказательства против Мелиты, но девушка отказывается. Куфа разрезает сумку и прижимает ее к стене, но девушка смеется над ним, потому что ей нравится, когда ее подчиняют. Она говорит ему делать с ней все, что он хочет, но он не такой простак и нападает на нее. Девушка блокирует его атаку своим мечом и темной магией, и Куфа тут же отступает. Он понимает, что у девушки есть способность поглощать вражескую магию, а Мия не может использовать такие высокоуровневые заклинания. Он опускается на колени перед девушкой и просит назвать ее имя. Девушка представляется как Мью, дочь одного из 3 знатных семейств и обладательница класса дьяволицы. Куфа извиняется перед Мью и убегает. Ей грустно, что он не смог с ней ничего сделать, но потом она радуется, что ее вещи целы. Куфа бежит обратно в стеклянный замок, понимая, что с самого начала совершил ошибку, и Мия сейчас должна быть рядом с Мелитой. Так и есть, потому что Мия притворялась Нервой, и Мелита это поняла, когда заметила, что ее магия отличается. Мия превращается в себя настоящую и использует свою силу, чтобы устроить гигантский взрыв, который разрушает стеклянный дворец. Мелита и Элли убегают, но Мия нападает на них сзади. Мелита решает защитить Элли и сталкивается с Мией, которая намного сильнее ее, и загоняет ее в угол. Она больше не может печатать и говорит девочкам, что прощается с ними. К счастью, стражи из стекла принимают ее за нарушителя и не дают ей напасть. Она ломает их мечи и собирается прикончить девушек, но тут появляется Куфа как настоящий герой и спасает их. Вскоре после него приходит Роуз, но ему не нужна ее помощь. Он выталкивает Мию наружу и обезоруживает ее. Он разрывает ее одежду, чтобы убедиться, что она пацанка невысокого роста. Мия смущена своим поражением и говорит, что не может вернуться в гильдию в таком виде. Но Куфа великодушно дает ей дополнительное задание, чтобы она передала его боссу для вынесения решения. Позже Луна становится главой Скуби, а Нерва приходит в себя в лесу. Инцидент с Майей замалчивается, но у Куфы есть сомнения насчет главной горничной, которая не может использовать ману и, следовательно, не может войти в стеклянный замок. Так кто же помог ей изменить имена? Тем временем Мью и Сара, одна из учениц школы, обсуждают турнир. Мью хвастается, что у нее в сумке есть анализатор маны, который собрал данные обо всех ученицах, и она хочет проанализировать ману Мелиты и подарить его Саре, потому что ее старший брат – лидер семьи герцога Шикселя, и он обратит на нее внимание. Позже Мелита говорит Элли, что создает новый отряд, где она будет лидером, и приглашает ее. Элли с радостью принимает приглашение, и сестры обнимаются. С другой стороны, Мелию отсылает обратно в академию ее босс, который велел ей стать там инструктором, чтобы присматривать за Мелитой и Куфой изнутри, и она недовольна этим. Однажды Мелита просыпается и видит, что ее учитель держит деревянный меч у ее лица. Она приветствует его, и он делает ей комплимент, говоря, что она стала более внимательной даже во сне. Она недовольна, что он тренировался здесь, пока она спала, но он просит ее собраться, потому что начинается их школьная поездка. Позже, когда они выходят из дома, Мелита продолжает ругать учителя, говоря, что он не уважает ее личное пространство. И тут мимо проходит начальник Куфы и протягивает ему пузырек с лекарством, прося его принять. Куфа удивлен, но тут к ним подходят Элли и Роуз, волнуясь, просит Куфу жениться на ней. Девочки удивляются ее настойчивости, но она рассказывает им историю о том, как отец выбрал ей жениха, а она отказала ему, сказав, что у нее есть возлюбленный. Куфа – единственный кандидат на роль ее фальшивого парня, и он соглашается помочь ей, к большому неудовольствию Мелиты, которая чувствует себя обманутой. Когда они идут в школу, Роуз крепко обнимает Куфу, называя его разными милыми прозвищами, отчего Мелита так ревнует, что тоже обнимает его. В этот момент к ним подходит директор школы и отчитывает их за непристойное поведение перед всей школой. Она оскорбляет Мелиту и Роуз, а затем вежливо приветствует Элли, говоря, что она полная противоположность своей кузине. Мелита отвечает: «Ладно, бумер». Вдруг перед ними останавливается карета, и из нее выходит яркий мужчина. Это приемный отец Роуз, который всегда смущает ее своим странным поведением. Они заходят в академию, где Блоссом и Куфа говорят девочкам, что квартал, в котором они находятся, принадлежит Блоссому, и он известный специалист по генной инженерии. Затем Блоссом поворачивается к Роуз и говорит, что во время этой поездки он планирует устроить ее свадьбу, а она отвечает, что не собирается ни за кого выходить замуж, и представляет Куфу как своего парня. Блоссом собирается достать ружье, но что-то в Куфе его пугает, и он думает, что уже видел его раньше. Он успокаивается и извиняется перед Куфой, говоря, что принял его за кого-то, кто уже мертв. Он рассказывает о массовом убийстве, которое произошло в их городе несколько лет назад, главным виновником которого был 12-летний мальчик, чье лицо было точно таким же, как у Куфы. Все напуганы этой историей, но директор говорит, что они опаздывают, и просит их поторопиться. Все идут за директором, а Куфа говорит,
говорит Мелите, что не пойдет на собрание, потому что плохо себя чувствует. Она спрашивает, не беспокоит ли его то, что сказали Блоссом и директор, но он отвечает, что его волнует только то, что она думает о нем. Он уходит в свою комнату, а Мелита не может перестать думать о том, что сейчас происходит что-то странное. Она не может сосредоточиться на собрании и убегает, чтобы поговорить с ним. Но потом она встречает Меди, которая теперь работает учительницей в академии под вымышленным именем. Она останавливает Мелизу и говорит ей вернуться на собрание. Но когда Мелита подходит ближе, она видит ужасное воспоминание, в котором мужчина проклинает короля ледяного пламени. Мелита удивлена, что учитель не услышал голосов, которые слышала она, а потом вдруг они слышат крик, доносящийся из актового зала. Они бегут туда и видят, что девушка упала без видимой причины, и вскоре туда приходит Куфа. Блоссом берет на себя ответственность за ситуацию и демонстрирует ученикам свое последнее изобретение. Он достает пробирку с зельем, которое реагирует на малейшие следы маны и находит виновника происшествия. Блоссом выливает зелье на огонь, и оно распространяется по залу в виде тумана, а затем возвращается и окрашивает огонь в синий цвет. Блоссом анализирует синий огонь и объявляет, что виновник мужчина лет 20 с небольшим, и все сразу же подозревают Куфу, который заявляет, что у него нет возможности доказать свою невиновность прямо сейчас. Школьная поездка продолжается, и Куфе разрешают поехать с ними. Мелита беспокоится за него, она уверена, что ее учитель не причастен к случившемуся. Поезд проезжает через темный регион с постоянным северным сиянием и редкими раскатами грома, и Блоссом рассказывает испуганным девочкам, что это особенность его региона. Вскоре поезд прибывает в подземный город Шангарта, который благодаря усердным исследованиям Блоссома полон всевозможной растительности. Пока Блоссом рассказывает девочкам о растениях, Мелита продолжает смотреть на Куфу. Вдруг она снова слышит его голос и удивляется, что происходит. Она оглядывается и видит валун, который, кажется, и был источником голоса. Однако Хоффа останавливает ее, прежде чем она успевает дотронуться до валуна, и напоминает ей, что у нее шизофрения. Блоссом также говорит им, чтобы они возвращались, потому что они стояли в загадочном месте, которое не поддается никакой логике. Пока что он выяснил, что это происходит из-за сильного магнитного поля, которое вызывает необъяснимые явления, но больше ничего не известно. В этот момент к Блоссому подбегает человек и говорит, что в городе снова кто-то заболел. Они добираются до городской площади, где находят человека, который подхватил болезнь, превращающую любого в бездумную машину для убийств. Блоссом заявляет, что этого человека нельзя спасти, и приказывает солдатам немедленно его убить. Девушки в шоке от первой казни, и даже директор приходит отчитать Блоссома. Однако он говорит, что это не убийство, а милосердие, что они позволили человеку уйти, прежде чем он успел кому-то навредить, потому что лекарства от этой болезни нет. Позже Роза ведет Куфу в церковь, где спрашивает его, почему он согласился ей помочь. Куфа в замешательстве, но тут к Розе подбегают дети, и она говорит Куфе, что эти дети потеряли родителей, и ее отец их усыновил, как и ее. Через некоторое время Куфа возвращается в общежитие и видит, что Мелита злится на него. Она велит ему надеть на нее носки и говорит, что он даже не видит в ней девушку, так что она может попросить его помочь ей переодеться. Куфе сейчас не до ее капризов, и он спрашивает, не хочет ли она пойти с ним на свидание. Поведение Мелиты тут же меняется, и она прижимается к нему, пока они гуляют по туннелям города во время свидания. Они приходят в тихое место с блестящим озером и странными скальными образованиями. Мелите нравится это зрелище, а потом Куфа ведет ее дальше, чтобы показать лучшую часть этой известняковой пещеры. Он прыгает с обрыва вместе с ней, и, к ее удивлению, они начинают парить в воздухе, а не падать вниз. Они кружатся и танцуют в невесомости, и Куфа объясняет, что поле невесомости здесь создается благодаря сильным магнитным полям. Мелита вдруг начинает волноваться и спрашивает, откуда он так много знает об этом месте, а он отвечает, что уже давно был здесь с миссией. Вскоре они возвращаются в дом, и Куфа укладывает ее спать, а она просит его как-нибудь снова пригласить ее на свидание. Она извиняется за то, что была такой требовательной, и говорит, что не хочет, чтобы кто-то сближался с ним. Мелита засыпает что-то бормоча, а Куфа гладит ее по лицу и говорит, что она первая, кто так к нему относится, и поэтому он не знает, что ему теперь делать. Тем временем Мелита во сне оказывается в каком-то темном месте. Она зовет своего учителя, а потом слышит голос, который просит у нее немного крови. Мелина просыпается в поту и думает, что это был за сон, и у нее болит шея. В этот момент Элла вбегает в ее комнату и говорит, что на кого-то еще напал преступник с синим пламенем. Мелита в шоке, и это чувство усиливается в 10 раз, когда она замечает, что Куфы нет в комнате. Девочки идут в церковь, где это произошло, и видят, что Блоссом плачет над детьми в своем приюте. На них напали, и когда директор их осматривала, она сказала, что их жизненная сила была высосана так же, как у студентки, которая потеряла сознание. Она спросила Мелиту, что об этом думает ее наставник, и та ответила, что Куфа пропал с утра. Теперь Блоссом уверена, что Куфа виновник, и приказывает своим людям найти его и привести сюда.
Когда директор уводит девочек, Мелита пытается найти своего учителя, но вместо этого ее ловит медиа. Она догадалась, что Мелита хочет найти Куфу и встать на его сторону, но считает это глупой затеей. Однако это в то же время и опасно, и она решает помочь Мелите. Они идут в ее комнату, где медиа переодевается в боевую форму и говорит Мелите, что им нужно искать загадочные места. Куфра рассказывал ей, что в городе с годами появляется все больше загадочных мест, и просил ее присмотреть за Мелитой, если с ним что-то случится. Медиа надевает школьную форму, чтобы меньше выделяться, но тут приходит Мейв и спрашивает девочек, почему они прогуливают уроки. Они притворяются парой, которая развлекается, прогуливая уроки, и это напоминает Мейв ее молодость, поэтому она дает им шоколадку. После этого девочки отправляются собирать информацию о загадочных местах, и прямолинейность Мелиты приводит к тому, что ее ругают и дают конфету. Медиа говорит, что покажет, как это делается, и ведет Мелиту в цветочный магазин, где начинает расспрашивать цветочницу о сортах цветов, которые здесь выращивают. Она расспрашивает женщину, которая является поклонницей блуждающего, о загадочных местах. Так Мия узнает все, что хотела, и они отправляются в первое из загадочных мест. Самое таинственное из них – Кривой дом. Они заходят внутрь, но ничего особенного не происходит, хотя блуждающий запретил кому-либо приближаться к этому дому. Мия осматривает здание и понимает, что оно было построено таким не случайно. Она находит потайную дверь, которая ведет в подземный коридор. Мия предупреждает Мелиту, что там может произойти все что угодно, и велит ей держаться поближе. Она продолжает говорить о том, что это место, похоже, было специально построено, чтобы отпугивать посетителей, а значит, здесь было что-то зловещее. Они спускаются в подземную темницу и, осмотрев пустые клетки в исследовательской лаборатории, видят ужасающую картину мертвых людей, прикованных цепями к клеткам. Мия утверждает, что они похожи на жителей Шангарда, и кроме того, они неудачные результаты экспериментов с ночным геном, которые превратили их в ликантропов. Мелита в ужасе, и тут Мия замечает руку одного из трупов, на которой был тот же аксессуар, что и у мужчины, которого они видели мертвым. Она считает, что блуждающий злодей этой арки, который распространяет ложные новости о загадочных местах и болезнях, чтобы похищать людей для своих экспериментов. Внезапно Мия снова слышит голос того странного мужчины, который просит ее убивать людей и показать ему кровь. У нее начинается мигрень, и она боится, что кто-то еще может умереть. Она выбегает на улицу, думая, как она может узнать, где произойдет несчастный случай. Она приходит на место происшествия, где люди говорят, что погиб студент. Она заходит внутрь и видит, что Элла лежит на полу, а Блоссом плачет, прижимая к себе раненую Роуз, и говорит, что она мертва. Мелита в шоке, и даже директор больше ничего не может ей рассказать об этом происшествии. Она говорит, что Мелита не пришла на тренировку, и Элли волновался, поэтому он пошел ее искать. Естественно, Роуз пошла с ним, и на нее напал кто-то очень сильный, раз смог ее убить. Мужчина, которого Блоссом выбрала в мужья, говорит, что это должно быть Куфа, и приказывает горожанам немедленно его найти. Блоссом встает, держа на руках тело Роуз, и говорит, что еще может ее спасти с помощью науки. Мелита молчит и уводит Элли в свою комнату. Бамия приходит к ней и говорит, что в мире не так много людей, которые могли бы победить одновременно паладина, такого как Элли, и опытного воина, такого как Роуз. Мелита просит ее оставить их с сестрой наедине, и Медиа отвечает, что она может оставаться столько, сколько захочет, потому что не выйдет из комнаты, пока все не уляжется. Когда Медиа уходит, Мелита извиняется перед Элой, думая, что на нее напали, потому что она пришла ее искать. Мелита думает, что же хотела сказать ей сестра, и берет свой меч, обещая защитить ее. В этот момент Мелита слышит какой-то шум снаружи, и Криста вбегает в комнату, чтобы сказать ей, что нужно бежать. Она говорит, что на этот раз напали на Блоссом, и нападавший забрал тело Роуз, прежде чем сбежать. На месте преступления была обнаружена та же синяя огненная мана. Теперь весь город охотится на Куфу, а Академия не может его защитить. Люди ищут ученицу Куфы, чтобы использовать ее как заложницу, и Криста забаррикадировала дверь, сказав Мелите бежать. Мелита выпрыгивает в окно, извиняясь перед всеми, кому она причинила проблемы. Она полна решимости докопаться до сути, чтобы отомстить за Элли и Роуз и доказать невиновность Куфы. Она подходит к камню, откуда раньше слышала странный голос, и вспоминает, как Блоссом и Куфа пытались не подпустить ее к нему. Она уверена, что там что-то спрятано, и использует свою ману, чтобы разрушить камень. Открывается потайной туннель, и Мелита заходит внутрь, долго идет вдоль небольшого ручья, пока не натыкается на человеческий скелет, застрявший в паутине. Она проползает под скелетом и продолжает свой путь, в конце концов попадая в секретную лабораторию в пещере. Она находит документ, подписанный Блоссомом, а затем берет несколько книг и свитков. И благодаря силе сюжета они рассказывают ей все, что ей нужно знать.
В книгах говорилось только об исследовании ночного гена, его извлечении из ликантропов и пересадке людям. Она узнает, что Блоссом занимался этим много лет назад, а 7 лет назад совершил самую большую ошибку во время эксперимента. Внезапно Мелита слышит голос лохматого парня, и он говорит, что чувствует, будто кто-то проник в его дом. Он спрашивает Мелиту, кто она такая, и она достает меч, представляясь паладином, и спрашивает, кто он такой и где прячется. Лохматый парень смеется и говорит, что она будет ценным подопытным, и напуганная Мелита осторожно оглядывает кабинет в поисках врагов. Вдруг она замечает Роуз, которая ожила, но цвет ее волос изменился. Мелита зовет ее, но это оказывается большой ошибкой, потому что Роуз зажигает синее пламя в левом глазу и подходит к Мелите, говоря, что хочет ее крови. Она ведет себя как ненасытный кровожадный вампир и идет к Мелите, которая смотрит на синее пламя и спрашивает Роуз, не она ли во всем виновата. Мелита ударяет по столу и спотыкается, давая Роуз шанс сократить расстояние. Роуз тоже слышит голос лохматого парня, который говорит ей, что она должна выпить кровь ученицы этого человека. Как только Роуз нападает на Мелиту, внезапно появляется Куфа и спасает ее. Он просит Роуз прийти в себя, а лохматый парень называет его ледяным королем и осыпает самыми язвительными оскорблениями, какие только можно придумать. Куфе все равно, и его истинная форма проявляется, когда он пытается сдержать Роуз. Он говорит ей, что она больше не принадлежит тьме и должна использовать свои воспоминания, чтобы контролировать свою темную сущность. Его слова не доходят до нее, и Роза, вырвавшись, говорит Куфе, что 7 лет была в заточении и теперь отдастся своим инстинктам и станет его подстилкой. Куфа разочарован, а Мелита, с другой стороны, напугана его видом плохого парня. Он говорит ей, чтобы она не подходила к нему, и она спрашивает, что будет, если она подойдет. Куфа подходит к ней и прижимает ее к земле, говоря, что теперь он запечатает ее воспоминания о нем глубоко в сердце, чтобы они больше никогда не всплыли. Он утверждает, что это совсем не больно, но она будет воспринимать его как незнакомца, когда он закончит. Мелита протестует, что не хочет этого, но Куфа уверяет ее, что он все равно будет ее личным учителем, даже если она забудет его. Он говорит, что никто никогда не принимал его таким. Он боится того, что сейчас видит в глазах Мелиты. Он извиняется перед ней, говоря, что запечатать ее воспоминания – это эгоистичный поступок с его стороны. Мелита встает и говорит ему те же слова, что и он ей когда-то, обещая быть рядом с ним, что бы ни говорили в мире. Она говорит Куфе, что доверяет ему, потому что сама училась у мастера Риза и крепко обнимает его, говоря, что каждая часть его тела прекрасна. Мелита внезапно целует его, говоря, что действительно любит его, и Куфа беспокоится, потому что ФБР все еще считает его виновным. Он говорит Мелите, что они разные, и он наполовину ланканец, а значит ее заклятый враг. Куфа рассказывает историю своего происхождения, которая началась 8 лет назад в этом городе. Однажды приют, в котором ты жил, сгорел дотла. Это было дело рук Блоссома и его незаконных экспериментов с ночным геном. Блоссом, который оплакивал смерть своих приемных детей, был вынужден продолжать свои эксперименты, потому что его поддерживал гигантский паук, питающийся людьми. Пока мужчина спорил с пауком, Куфа, который уже умер, поднялся, и его волосы стали белыми, как снег. Паук заметил, что не ожидал, что полувампир будет так комфортно чувствовать себя в церкви, но Куфа был занят спасением раненой Розы, которая тоже была сиротой, как и он. Чтобы спасти ей жизнь, он выпил ее кровь и превратил ее в вампира. Паук спросил, не собирается ли он превратить девочку в монстра. В этот момент прибыла группа воинов из гильдии Белого рыцаря и напала на паука. Но паук оказался намного сильнее и убил 2 воинов, ранив их лидера. Паук сказал мужчине, что он станет его следующим подопытным, но тут Куфа набросился на него и выколол ему оба глаза. Мужчина воспользовался моментом и прострелил пауку живот, а затем использовал мощную пулю, которая отправила монстра на Луну. Затем мужчина увидел, как Куфа склонился над Розой и спросил, что он задумал. Куфа ответил, что он стирает воспоминания девочки о нем, чтобы она забыла, что она вампир, и ее желание пить кровь было подавлено. Затем он повернулся к солдату и попросил его отпустить Роуз, пообещав, что она никому не причинит вреда. В обмен на ее жизнь Куфа пообещал стать подчиненным солдата и спросил, не против ли он, что девушка его забыла. Куфа заплакал и сказал, что будет рад, если Роуз будет счастлива. Она проснулась и в последний раз назвала его братом, а Куфа утешил ее, стерев ее воспоминания. Теперь, когда он закончил рассказывать свою историю Мелите, которая спокойно сидит у него на коленях, он говорит, что сейчас в этой стране Роуз нигде не будет в безопасности. И если ее поймают, то казнят и ее, и его.
Куфа просит Мелиту пообещать, что она никому об этом не расскажет, иначе он высосет из нее всю кровь. Мелита взволнована, потому что возбуждена, и обещает сохранить его секрет. Куфа говорит, что паук-ланкантроп, напавший на приют 8 лет назад, был виновником недавних происшествий и пытался проникнуть в воспоминания Роуз. Он не может поверить, что гигантский паук каким-то образом выжил и снова работает со своей старой напарницей Блоссом. Куфа считает, что Блоссом хочет получить военную власть, поэтому он выбрал Роуз в качестве невесты, чтобы она стала машиной для производства детей, которые будут рождать магов. Однако, когда ее истинные воспоминания и вампирские способности раскроются, истинная форма Куфы тоже станет известна, и тебе нужно спрятаться, чтобы люди не ополчились против него. Мелита приходит в ярость, услышав это, и Куфа говорит ей, что у него есть способ решить эту проблему. Но для этого ему нужна помощь Мелиты. Он спрашивает, готова ли она рискнуть своей жизнью ради его плана, и Мелита отвечает, что он может забрать ее жизнь и ее карту в качестве бонуса. Вскоре Роза полностью выздоравливает, но она не может контролировать себя, и ее заставляют выйти замуж за незнакомца. В тот момент, когда Блоссом собирается произнести клятву, в церковь врывается Мелита и заявляет, что этот брак не состоится. Она кричит Розе, что они обе соперницы за любовь Куфы, и она не собирается отступать. Кажется, Роза потеряла память, и воспоминания о Куфе причиняют ей боль. Чтобы еще больше разозлить Розу, Мелита заявляет, что она дважды целовала ее учителя. Не заботьтесь о скандалах в газетах, которые завтра появятся на первых полосах. Услышав эти слова, Роза приходит в себя и достает оружие, чтобы разобраться с Мелитой. Они активируют свою ману, заявляя, что их сила решит, кто больше любит Куфу. Роза атакует первой, и Мелита отвечает огненным ударом, который не попадает в нее, но поджигает Блоссом. Испугавшись огня, маленький паук выпрыгивает из ее волос, и Мелита направляет на него меч, заявляя, что он умрет, если не будет сопротивляться. Паук превращается в мисс и говорит Мелите, что с ней покончено. Однако Мелита не сдается и говорит всем, что это ланкантроп, который напал на всех. Ланкантроп представляется как Наква и говорит, что недооценил Мелиту. Все пытаются напасть на него, но он отбрасывает их и убегает через потайную дверь. Роуз идет за ним и проклинает Наку, вспоминая все, что он заставил ее сделать. Она напала на студента в академии, потом на сирот в церкви и даже на своего ученика Элли. Но когда Роуз попыталась выпить кровь Элли, инстинкты учителя взяли верх, и она не смогла напасть на нее, хотя Нака и подстрекал ее. Наке это не понравилось, и он попытался убить ее. Но она каким-то образом выжила. Роуз спрашивает Человека-паука, ответственен ли он за катастрофу, произошедшую с ней в детстве, и он внезапно хватает ее за шею, утверждая, что теперь, когда она все вспомнила, она стала гораздо опаснее. Он душит ее, и она кричит еще громче, но потом начинает терять силы. В этот момент появляется Куфа и спасает ее, отбрасывая Наку в сторону и приказывая ему держаться подальше от его сестры. Он говорит Роуз, чтобы она очнулась, и ее вампирские способности активируются. Куфа заявляет, что они убьют Наку, но тот уверен в себе и говорит, что он Ректус, один из правителей тьмы, и им его не победить. Он принимает свой истинный облик, и Куфа пытается ударить его, но его атака недостаточно сильна, чтобы пробить защиту. Роуз поддерживает его своими дисками и нападает на Наку, чтобы отвлечь его. Ее быстрые атаки разбивают камень, и осколки летят в сторону паука, но он ловит их своей паутиной, а затем нападает на двух полувампиров. Куфа и Роуз уворачиваются от его атаки, а затем Роуз проползает под его брюхом и отталкивает его вверх, используя свои способности. В результате атаки Наква взлетает прямо над таинственным местом с нулевой гравитацией и не может пошевелиться, так как его тело будто приклеилось к воздуху. В отличие от него, Хуфа ловко прыгает и наносит мощный удар, от которого паук отлетает и врезается в камень, а затем молния, вовремя появившаяся из ниоткуда, приканчивает его. Наква проиграл, но выжил благодаря своей способности разделиться на миллионы крошечных частиц. Он убегает через трещину в земле, и Роуз боится, что он когда-нибудь вернется, но Хуфа говорит, что этого не произойдет. Когда Наква заходит в церковь, где находится туннель, его встречают Мелита и другие девушки, готовые уничтожить всех пауков. Девушки нападают на крошечных пауков и уничтожают их, а Наква только просит их остановиться. Снаружи Роуз обнимает Хуфу и говорит, что помнит все, что забыла. Он выглядит мрачным и достает из кармана лекарства, но потом передумывает. Хуфа поворачивается к Роуз и легким прикосновением к укусам обездвиживает ее. Затем он говорит, что ее воспоминания снова будут стерты, потому что это единственный способ, чтобы она могла жить в обществе. Он использует свою силу, чтобы стереть ее воспоминания, и Роуз плачет, говоря, что не хочет этого и хочет проводить время со своим старшим братом. Хуфа уверяет ее, что всегда будет рядом и позаботится о ней, и после этого она забывает о нем. Тем временем Блоссом сидит в своей пещере, рыдая над телом женщины, когда внезапно за его спиной появляется Хуфа.
Куфа. Он предполагает, что это тело жены Цветика, и теперь, когда сила Наки больше не сдерживает процесс, оно уже начало превращаться в ланкантропа. Куфа догадывается, что именно ради спасения жены Цветик заключил сделку с пауком и начинает плакать, утверждая, что у него не было выбора. Куфа вспоминает свое детство, когда они с матерью были бездомными и их преследовали в этом городе. В то время Цветик приютил их и даже ухаживал за матерью Куфы, когда она умирала. Цветик утверждает, что просто помог им по доброте душевной, и Куфа достает из кармана пузырек с лекарством, которое превратит частичного ликантропа в обычного человека. Он говорит, что это лекарство – благодарность за все, что сделал для него Цветик, и вливает его в рот женщине, возвращая ее к жизни. Когда Цветик обнимает жену, которая снова становится похожей на человека, Куфа уходит, прощаясь со своим приемным отцом. После этого студенты возвращаются в академию, обсуждая, как Цветик обратился к властям и взял на себя ответственность за недавние происшествия. Элла приходит в себя и хочет знать, что произошло, пока она была без сознания. Мелида отказывается что-либо рассказывать, и Элла заставляет монстра-щекотуна навестить ее, чтобы узнать правду. Тем временем Куфа сидит один и размышляет о случившемся, а Роуз сидит напротив него, пытаясь понять, почему она ничего не помнит о своем пребывании в городе. Он спрашивает, не должна ли она была остаться в родном городе и помочь своей семье, но Роуз считает, что ее мать справится сама. Затем она рассказывает Куфе, что с детства мечтала о чем-то особенном. Она хотела встретить кого-то важного, кто проводил бы с ней много времени, но не могла его вспомнить. Поэтому она присоединилась к Легиону Креста, чтобы прославиться и чтобы этот человек ее нашел. Роуз с удовольствием рассказывает об этом, но тут подходит Мелита и садится рядом с Куфой, говоря Роуз, чтобы та держалась от него подальше, ведь их притворные отношения закончились. Роуз это не нравится, и Мелита сыплет соль на ее раны, напоминая, что она уже дважды целовалась с Куфой, и остаток пути он слушает, как девушки ссорятся. Вскоре занятия возобновляются, и учитель спрашивает учеников, что они знают о 7 основных классах и их преимуществах и недостатках по сравнению с другими классами. Мелита пытается выслужиться перед учителем, цитируя всю статью из Википедии на эту тему, а Куфа смотрит на нее издалека и думает, что она сильно изменилась за последнее время. Однако он знает, что многие недовольны тем, что бывшая неудачница так быстро стала знаменитой. Вскоре директор объявляет, что в конце года состоится финальное мероприятие под названием «Экзамен на звание библиотекаря». Мелита и Элли не понимают, что такое вибрийская коза, и Куфа объясняет, что это гигантский лабиринт, который находится под центральной частью их поселения и содержит самую большую библиотеку в истории человечества, в которой собраны знания за тысячи лет. Экзамен довольно сложный и опасный, но те, кто его сдаст, получат лицензию библиотекаря и смогут исследовать библиотеку вибрийской козы, чтобы найти забытые частички человеческих знаний. Но на экзамен могут подать заявку только студенты второго курса и старше, так что для Мелиты и Элли это бесполезно. В этот момент туда приходит директор и спрашивает двух девушек, не хотят ли они сдать экзамен в этом году. Куфа говорит, что они еще первокурсницы, но директор утверждает, что они были кандидатами на звание Луны в этом году, и чтобы доказать, что их выбор не был ошибкой. Она хочет, чтобы они продемонстрировали свои способности на экзамене. С другой стороны, Мью и Сара представляют свой отчет о турнире Лума в Академии и фракции дворян. Мью утверждает, что мужчина, которого Мелита привела с собой, сильно отличался от Элли, и это убеждает всех, что мама Мелиты действительно встречалась с другими мужчинами. Они уверены, что Мелита не является законным ребенком семьи ангелов, и старший брат Сары, лидер их фракции, предлагает объявить об этом всей знати. Все сразу соглашаются с этим предложением, но розоволосый мужчина хочет найти способ, как убедить общественность в этой новости. Мью утверждает, что у нее есть решение этой проблемы и достает древнюю книгу под названием «Кодекс Андера», найденную в Вигре-козе. Она утверждает, что они могут использовать эту книгу, чтобы подчеркнуть сомнительное происхождение Мелиты, и розоволосый мужчина доволен этим. Он заявляет, что с помощью этого документа они свергнут Дом ангелов, а затем возглавят революцию, которая сделает их лидерами этого мира. После того, как все уходят, Сара беспокоится за Мелиту, но ее брат говорит, что он делает это ради ее блага. Он утверждает, что сейчас вокруг Мелиты происходит много странного, и они должны что-то предпринять, чтобы помочь бедной девочке. У Сары IQ на уровне комнатной температуры, и она думает, что ее брат-лицемер говорит правду, поэтому она ему верит. Пинкман дает Саре специальную ручку, которая раньше принадлежала библиотекарю Вибрианке, и желает, чтобы она придала ей смелости. На следующий день, когда Мелита и Куфа возвращаются в академию, они видят, что там что-то происходит. Перед директором стоит очень подозрительный мужчина в маске и утверждает, что он совсем не подозрительный и пришел сюда только для того, чтобы встретиться со своей дочерью. Он оглядывается и видит Меливу и тут же бросается к ней, называя ее своей дочерью. Мелива в шоке, а все вокруг начинают сплетничать о ее семье ангелов, и мужчина в маске заявляет,
заявляет, что семья ангелов — это демоны, которые украли у него женщину и ребенка. Он подходит к ней, но Куфер замахивается мечом, чтобы его остановить. Мужчина в маске оказывается цирковым гимнастом и делает колесо, убегая от него. Он заявляет, что парень его дочери слишком жестокий, и он никогда его не примет. Мужчина в маске бросает шляпу и исчезает, оставив Мелиту в расстроенных чувствах. Ночью Куфа получает зашифрованное сообщение о том, что Мелита в опасности, и отвечает загадочной фразой, прося о помощи. После этого он приходит к Мелите на плановый осмотр, но так погружен в свои мысли, что в итоге пишет не то, что нужно. Мелита спрашивает Куфу, не беспокоит ли его то, что произошло утром, и он отвечает, что всегда боялся, что кто-нибудь распустит слухи, если узнает о ее классе мага. Он считает, что Клоунфейс просто хотел оклеветать семью ангелов, и Мелита соглашается, что этот человек не имеет никакого отношения к ее матери. Куфа говорит, что у врага есть еще много способов навредить ей, и Мелита спрашивает, может ли она что-нибудь сделать. Он решает устроить ей испытание и просит серьезно отнестись к экзамену на вибрирующего козла и сдать его. Мелита взволнована, потому что экзамен считается опасным и сложным, но Куфа уверяет, что если она сдаст его, то покажет всем, а также своим врагам, что готова к этому. Мелита спрашивает, что будет, если она не сдаст экзамен, и Куфа говорит, что в этом случае ее ждет особое наказание. Это заводит ее, и она спрашивает о награде, если сдаст экзамен. Наконец наступает день экзамена, и девочки идут к воротам библиотеки. Элли присоединяется к Мелите, и они обе настроены на успех, но Чиса говорит им не перенапрягаться. Они заходят в волшебный лифт, и Куфа говорит Мелите, что будет ждать хороших новостей. Директор активирует лифт, который начинает медленно опускаться, и Мелита до последнего момента держится за руку учителя, пока дверь не закрывается за ними. По дороге вниз директор дает ученикам несколько основных инструкций. Она говорит им, чтобы они отправились на свои уровни и выполнили задания, которые им дали, пока не закончилось время. Она объясняет, что призраки бывших библиотекарей преследуют Вибрию Каат, и они злятся, если кто-то пытается украсть книги. Она предупреждает, что призраки на нижних уровнях сильнее, поэтому туда лучше не ходить. В этот момент лифт резко останавливается, хотя до первого уровня еще далеко. Вдруг из стен лифта появляются щупальца. Думаю, вы уже догадались, что будет дальше. Щупальца ломают лифт и нападают на девочек, а Мелита прижимается к Элли. Снаружи Куфа и Роуз ждут, когда придет монахиня и начнет паниковать, узнав, что директор ушел. Она восклицает, что приехал важный гость, и поскольку директора нет, Куфа должен его встретить. Он удивляется, но спрашивает о гостях и узнает, что это официальный отец Мелиты, герцог Фелгус Энджел. Куфа сразу же идет поздороваться с Фелвисом и сообщает ему, что Мелита и Элли сдают экзамен на получение сертификата библиотекаря и серьезно настроены его сдать. Фелвис утверждает, что Мелите не нужно сдавать экзамен, и показывает письмо, в котором ее просят забрать из академии, и просит Куфу немедленно привести ее обратно. Куфа просит его остановиться и спрашивает, почему он мешает ей сейчас, и Фелвис упоминает клоуна. Он говорит, что если Мелита будет на виду у всех, это навредит их семье, и теперь он хочет это исправить. Он даже говорит Куфе, что скоро его уволят. Куфа умоляет дать Налите возможность учиться здесь еще год, так как он уверен, что к тому времени она покажет хорошие результаты, но Фелгус не заинтересован в этом. Он говорит, что как бы Куфа ни был уверен в способностях Налиты, она сама не осознает свой потенциал. Но когда Куфа заявляет, что лучше всех понимает свою ученицу и просит дать ей последний шанс, Фелгус, кажется, задумывается. В этот момент в комнату входит другая монахиня с письмом, запечатанным печатью в виде змеи, и говорит, что оно пришло в кабинет директора. Фелгус узнает печать гильдии Гримфуса и сразу же открывает письмо, на обратной стороне которого написано загадочное Хоку, намекающее на то, что девушки, которые пошли в библиотеку, в смертельной опасности. В библиотеке щупальца утаскивают только Мелиту и Элли с их группой на неизвестный этаж. Они беспокоятся о других и о том, где они находятся. Но Элла замечает, что заработало твердое стекло, а значит, их испытание началось. Девушки решают завершить свою миссию, даже не понимая, на каком они этаже. Мелита вспоминает, что они должны были быть на 5-м уровне, который не так опасен, но внезапно на них нападают призраки библиотекарей. Мелита и Элли активируют свою ману и принимают боевую стойку, чтобы сразиться с двумя призраками. Призраки продолжают атаковать, и девушкам приходится только уворачиваться и блокировать удары. Сью и Мелита начинают контратаку и отбрасывают призрака на книжную полку, а затем пронзают его мечом. В ней просыпается боевой азарт, и ей становится весело. Она подражает тому, как Куфа поступил бы в этой ситуации, и думает, что все его боевые приемы ей под силу. Она продолжает атаковать призрака и, наконец, побеждает его. К этому времени Элли тоже справилась со своим противником, и девочки дают друг другу 5, празднуя победу. Они уверены, что смогут сдать экзамен даже без директора, и решают идти дальше.
Однако Элли замечает, что их оружие после первого боя в плохом состоянии, и она говорит себе, что они не справятся больше, чем с двумя призраками одновременно. Внезапно вокруг них появляются призраки. И как бы я ни была плоха в математике, могу сказать, что их больше 4. Девочки дрожат, когда призраки приближаются к ним, но вдруг их окружает ураган и уничтожает всех призраков разом. Мелита удивляется, что произошло, но потом поднимает голову и видит, что к ним пришла помощь. Мью и Сара, предательницы, притворяются, что хотят спасти девочек. Мью говорит, что они тоже пришли на экзамен по библиотечной сертификации и предлагает, чтобы они все вместе сдали экзамен. Мелита говорит, что это, наверное, запрещено, но Мия отвечает, что за ними никто не наблюдает, так что все в порядке. Ей удается убедить Сару, и она объявляет, что 4 дочери 3 великих герцогских домов отправляются на свой первый совместный квест. Мелита и Элли тоже в восторге от этой идеи. Мью достает волшебную книгу, которая действует как GPS, и говорит, что они находятся на 2-м уровне и должны подняться по лестнице на 5-й уровень, где будут проходить их испытания. Мелисса с удивлением узнает о магических текстах, которые работают в библиотеке, но Мью объясняет ей, что эти книги можно использовать только в определенных целях. Она говорит, что магические тексты — это лишь один из способов сбить с толку незваных гостей. Она заканчивает читать книгу для Мелиссы, которая видит, что книга написана на незнакомом языке, и Мью поясняет, что без библиотечной лицензии они не могут ее прочитать. Сара хвалит Мью, говоря, что она из семьи исследователей и библиотекарей, а Элли замечает, что несправедливо, что она знает все об этом месте, хотя она здесь впервые. Чувствует на себе ее пристальный взгляд и меняет тему, говоря, что они могут использовать магический текст, произнеся волшебное ключевое слово. Она просит Мелиссу попробовать, и когда та произносит ключевое слово, ее окутывает туман, и она превращается в платье, как у Золушки. Магия подействовала на всех, и Мью объясняет, что они получили благословение в виде силы сказок. Она говорит, что Мелисса Золушка, поэтому у нее есть божественная защита. Эйла — красная шапочка, и в ней есть дикость большого злого волка. Мью говорит, что она сама Аладдин и может использовать магию джинна 3 раза. Но Саре не повезло, и она превратилась в русалочку, и выглядит гораздо лучше, чем в фильме. 3 грамма ревнуют, что она единственная, у кого есть хоть какие-то изгибы, поэтому они развлекаются с ней, пока не закончится действие книги. Элли напоминает им, что нужно поторопиться, пока не закончилось время экзамена, и девочки направляются в экзаменационную комнату. В центре комнаты они находят книгу с заданиями, в которой их спрашивают, готовы ли они сдавать экзамен. После утвердительного ответа девочкам дают задание расставить и привести в порядок книги в комнате. Куча книг довольно большая, но это не единственная проблема, с которой они сталкиваются. Из кучи книг появляется книжный демон, и девочкам нужно победить его, чтобы привести книги в порядок. Мелита сразу же атакует демона и побеждает его, приводя книгу в порядок. Но радоваться рано, потому что демоны прячутся в каждой книге. Они появляются все разом, и Мелита просит подруг расставить книги, пока она с ними разбирается. Те, кто выбрал более легкую работу, тоже не справляются, потому что книги отказываются вставать на полке. Элли удается поставить свою книгу, и Мью заглядывает в нее в поисках подсказок и понимает, что это похоже на решение головоломки. Мью просит Мелиту дать ей время, пока она будет решать головоломку. Пока Мелита сражается с демонами, а другие девочки пытаются расставить книги, Мью разгадывает головоломку. Она просит Элли и Сару расставить книги, пока Мелита все еще сражается с демонами. Вскоре последняя книга тоже расставлена, и Сара помогает Мелите запрыгнуть на полку и поставить книгу на место. Мью бросает книгу в ее сторону, а Элла не дает демонам ее достать. После этого Мелита ставит книгу на место, и оставшиеся демоны взрываются. Мелита падает, но Сара использует свои способности, чтобы спасти ее, и девочки празднуют победу. Внезапно 4 книги начинают светиться и превращаются в доказательство того, что девочки сдали экзамен, и им осталось только вовремя вернуться в реальный мир. Меу спрашивает Мелиту и Элли, почему они так хотят сдать экзамен. И она задумывается, прежде чем ответить, что хочет, чтобы ее признали дочерью семьи ангелов и сдали тест, который ей даст учитель. Меу говорит, что даже если Мелита сдаст экзамен, это не докажет, что она дочь семьи ангелов. Мелита удивлена, но Ила встает на ее защиту, и Меу извиняется за то, что сказала лишнее. Затем она просит всех выйти наружу, но Сара крадет книгу Мелиты и отказывается ее отдавать. Меу прижимает ее к стене и просит вернуть книгу, но Сара заявляет, что этот экзамен — ловушка. Тем временем старшие девочки тоже сдали экзамен и вернулись к директору. Она говорит им, что щупальца, разрушившие лифт, были созданы с помощью древнего магического текста, и обещает провести расследование, когда они доберутся до Академии. Криста беспокоится о первокурсниках, но директор говорит, что они должны добраться до Академии и вызвать подкрепление, чтобы найти их. Но тут появляются 200 фигур, и они заявляют, что никто не выберется отсюда живым. Директор предполагает,
полагает, что они виновны в случившемся, и вместе с Кристой вступает с ними в бой. Но двое мужчин всего лишь зомби-марионетки, и их хозяин показывает себя после того, как они были побеждены. Похожий на волшебника старик приветствует директора и представляется апостолом гильдии Гримфис, искусственным лакантропом и некромантом. Директор спрашивает, зачем он напал на ее учеников, и тот отвечает, что мертвые не болтают. Он призывает своих приспешников, которые нападают на девочек, и директор пытается их защитить, но получает удар в спину. Она падает на колени и клянется защищать своих учеников даже ценой собственной жизни. Некромант исполняет ее желание и приказывает своим приспешникам напасть на них, но в последний момент появляется Куфа и спасает положение. Он расправляется со всеми зомби, а когда некромант призывает еще больше, их ждет та же участь. Куфа расправляется с некромантом, и остальные зомби теряют силы. Директор падает в обморок, а две девочки извиняются перед ней, потому что они прочитали магический текст, который вызвал щупальца. Они говорят, что их родители приказали им это сделать, но они не знали, что все так обернется. Однако опасность еще не миновала, и после смерти некромант превращается в нежить Джига Чина. Он приказывает своим слугам прийти ему на помощь, и Куфа снова готовится к бою. Он поддерживает директора, и все бегут к лифту. Но там появляется Джига Чин и призывает призраков библиотеки напасть на них. Куфа бросается на них, но понимает, что не может справиться с призраками в своем человеческом обличии. Он хочет использовать свою вампирскую силу, но колеблется, потому что не хочет раскрывать этот секрет, ведь тогда он отдалится от Мелиты. Но помощь приходит вовремя, и Куфа со студентами оказываются в безопасности благодаря клетке из бинтов. Мумия, которая теперь служит Куфе, приходит на помощь и душит Джигу Чина, чтобы остановить его сверхъестественные способности. Нежить проклинает его, но мумия ломает ему кости и превращает их в пыль. После этого Куфа благодарит мумию, которая говорит, что нужна ему живой, чтобы они могли осуществить свой план. Девочки боятся его, потому что чувствуют, что он ланкантроп, но Криста благодарит его за спасение их жизней. Мумия краснеет от первого комплимента в свой адрес за всю жизнь и говорит Куфе, что опасность еще не миновала. Письмо, отправленное в офис, было лишь предлогом, чтобы Куфа пошел в библиотеку и оставил Академию без охраны. Гил Гримфист планирует масштабное нападение на Академию и хочет убить всех студентов, которые видели маску клоуна, утверждающего, что он отец Мелиты. Куфа думает, что у них ничего не получится, потому что он оставил свою команду, которая уже разобралась с нападавшими. Но тут появляется босс Куфы, и он поворачивается к мумии и спрашивает, не хочет ли он вступить в их гильдию. Мумия отказывается и говорит, что его интересует только обмен информацией. В обмен на то, что он узнает, как превратить ланкантропа в человека, он обещает боссу быть шпионом и сообщать ему о преступной деятельности. Он соглашается на это и поворачивается к Куфе, говоря, что получил информацию о несанкционированном проникновении в библиотеку и о том, что за этим стоит одна из трех главных семей – семья Шикель. Он поручает Куфе разобраться с этим, и она бежит искать Мелиту, опасаясь, что той может грозить опасность. На нижних этажах Мелита спрашивает Сару, что она имела в виду, когда сказала, что экзамен – это ловушка. И Эмма читает книгу, чтобы узнать, что они сдали экзамен 5 класса вместо 6. Они понимают, что Мью и Сара обманули их, и спрашивают, зачем. Но когда призраки библиотеки улетают, Мью пользуется моментом и крадет у Сары книгу Мелиты. Она ухмыляется, читая, что Мелита не паладин, а самурай. Она убегает, говоря, что эту информацию нужно передать розовому человеку, и Сара предлагает помочь ей с помощью магии полета. Мелита наконец догоняет Мью, прижимает ее к земле и спрашивает, зачем она ее обманула, ведь они должны были быть подругами. Мью гладит ее и отвечает, что сделала это, потому что она ей нравится. Внезапно она произносит ключевое слово и активирует силу всех магических текстов, лежащих рядом с ними. Страницы окружают их, и Сара говорит Мелите бежать, но уже слишком поздно, и их окутывает яркий фиолетовый свет. Мелита видит сон, ослепленная вспышкой. Во сне она вспоминает людей, которые отказались быть ее наставниками, потому что считали ее некомпетентной, и как Куфа была первой, кто согласился на эту роль. Внезапно ее сон заканчивается, и она оказывается в странном туманном месте в костюме горничной. Мью приветствует ее в иллюзорном зале суда и говорит, что ей нужно вести себя хорошо, потому что начинается главное представление. Туман рассеивается, и Мелита внезапно оказывается в зале суда, где гости в масках, а судья – художник. Начинается суд, и Мелита все еще не понимает, что происходит. Мью объясняет, что художник – это и судья, и организатор этого инцидента, и по его приказу она заманила Мелиту и остальных в эту ловушку. Теперь Мелита понимает и отказывается участвовать в их спектакле, потому что ей нужно сдать экзамен по библиотечному делу и получить лицензию. Однако розовый человек говорит ей, что она не может уйти, называя ее фальшивой дочерью семьи ангелов. Он приказывает мне начать запись, и она активирует кодекс Эмбер, говоря, что Мелита должна следить за своими
словами, потому что теперь все будет записываться в эту книгу. Розовый человек начинает заседание, заявляя, что преступление Мелиты в том, что она не настоящая дочь семьи ангелов и обманывала страну 13 лет. Он утверждает, что появился человек, который называет себя ее настоящим отцом, и поскольку она из семьи самураев, легко доказать, что ее происхождение сомнительно. Мелита возражает, говоря, что в некоторых случаях люди не наследуют высокий статус, даже если они родились в благородной семье. Однако розовый человек загоняет ее в угол, спрашивая, почему она внезапно проявила свою магию в 13 лет. Мелита колеблется, не зная, что ответить, и толпа сходит с ума, признавая ее виновной. Они говорят, что мать Мелиты изменяла Фелбусу только потому, что он был слишком занят работой и не уделял ей внимания. Они продолжают оскорблять ее, и Мелита больше не может сдерживать свой гнев. Она кричит, чтобы они замолчали, и утверждает, что прекрасно помнит, как сильно ее мама любила ее и папу. Она затыкает рот хейтерам, говоря, что присоединится к Легиону Креста и докажет, что она достойна быть дочерью семьи ангелов. Пинкман говорит, что она должна доказать это прямо сейчас, и приказывает Саре напасть на Мелиту. Сара полностью под его контролем, и она нападает на Мелиту, несмотря на то, что та просит ее остановиться. Мелита уклоняется от ее атаки, и Элли передает ей свой меч. Мелита и Сара смотрят друг на друга, но Мью останавливает Элли, не давая ему вмешаться. Сара говорит Мелите, чтобы та перестала сопротивляться, и обещает, что убьет ее быстро, но Мелита отвечает, что ее класс самурая нельзя недооценивать. Она нападает на Сару, которая использует свою способность летать и занимает более высокую позицию, прежде чем обрушить на Мелиту копья. Мелита продолжает уклоняться от атаки, а Мю говорит, что у нее нет шансов победить Сару, которая владеет классом драгуна. Если она потерпит сокрушительное поражение от дочери благородной семьи, которая ее ровесница, это докажет, что она недостойна своей фамилии. Элли вспоминает, что Мью говорила, что Мелита красивая и добрая, и теперь она ненавидит ее за то, что она оказалась жалкой лгуньей. Она решает сразиться с ней и защитить Мелиту от таких же фальшивых друзей, как она. Тем временем Мелита должна продолжать уклоняться от копья Сары, даже когда та пытается достать ее. Все думают, что Сара побеждает, но Пинкман считает иначе и удивляется, как Мелита может быть такой сильной. Внезапно она спотыкается, и Сара бросается к ней, думая, что у нее есть шанс прикончить ее. Но Мелита уворачивается в последний момент и ломает ей крылья. Все ошеломлены тем, что Сара проиграла, а Мелита говорит хейтерам, что гордится тем, что она самурай. Она говорит, что у нее есть человек, на которого она равняется, и вместе с ним она докажет, что достойна. Люди начинают верить, что Мелита действительно дочь герцога, и что они совершили предательство, схватив ее. Видя, как меняется общественное мнение, Пейнтер прибегает к своему последнему козырю, чтобы уничтожить все улики против него, и активирует ручку, которую он подарил своей сестре. Ручка выпадает из кармана Сары, и на землю падает капля чернил, превращаясь в огромную черную дыру. Гигантский дракон, появившийся из чернильной лужи, стреляет огненным шаром в Мелиту. Но Сара снова становится собой и спасает ей жизнь. Мию замечает, что это сила альтернативной ручки, которая может стирать магические тексты. Черная дыра продолжает расти и поглощает некоторых гостей, а остальные убегают. Мелита не может сидеть сложа руки и решает добить дракона, несмотря на то, что Сара ее останавливает. Мию и Элли тоже приходят к ним и решают объединить свои силы, чтобы остановить это безумие. But he splashes some black Жидкостью, и меч начинает разрушаться. Маскарад отбрасывает Элли в сторону, и Мелита спасает ее, но злодей собирается прикончить ее. Он направляет черную жидкость на Мелиту, но в последний момент появляется Куфа и отбивает атаку, превращая чернила в воду. Мелита с облегчением видит его, и Куфа обещает, что теперь он точно ее защитит. Однако Мелита больше не хочет прятаться в тени и решает присоединиться к нему в бою. Они бросаются на Маскарад, и пока Куфа отвлекает его, Мелита нападает на него сзади. Он уворачивается от удара, но Мелита и Куфа используют свою идеальную командную работу, чтобы удержать его. Куфа подбрасывает его в воздух, а Мелита бьет его рукоятью меча, чтобы он поднялся еще выше, вспомнив свои тренировки с Куфой. Наконец, Куфа использует свой последний прием, называемый «Тысяча клинков», и окружает Маскарад призрачными клинками, которые мгновенно разрушают его в клетке. Мелита радуется победе и сразу же бежит обнимать своего учителя, а остальные девушки просят их разойтись. Вскоре все возвращаются в реальный мир, и их жизнь возвращается в нормальное русло. Пинкмен скрывает свое участие в недавнем похищении и нападении на Мелиту, сваливая всю вину на Маскарад, которого он на самом деле убил. Этот человек был бывшим членом Легиона Креста, и пока идут поиски, чтобы его найти, Фелдс берет на себя ответственность за безопасность Академии. Наконец наступает день, когда он должен вернуться в свое поместье, и Мелита бежит к нему, набираясь смелости, чтобы поговорить с ним. Фелдс подходит к ней и говорит, что в эпоху его бабушки у одной из ее родственниц был такой же
самурайский титул, как и у нее, так что ей не о чем беспокоиться. Бенни делает комплимент ее золотым волосам и говорит, что она похожа на свою мать, отчего Мелиту это доводит до слез. Когда она начинает рыдать, Фелдс понимает, что ему пора уходить, и оставляет дочь на попечение Куфы. Куфа успокаивает плачущую ученицу, говоря, что теперь ее жизнь наладится. Вскоре после этого Мелита и Куфа встречаются в саду, где он впервые спас ее, и она говорит, что решила, как отблагодарить его за помощь с экзаменом в библиотеке.